Друзья, новинка Минского тракторного завода, абсолютно новый трактор 3322. Сейчас сотрудник завода расскажет об отличительных особенностях и чем интересна эта машина покупателям. Здесь у нас коробка, да? Здесь получается коробка бесступенчатая, автоматическое переключение передач. То есть у нас стоит рычаг, мы выбираем необходимый нам режим движения, и, соответственно, трактор уже сам подбирает передаточное число, которое нам позволит двигаться с орудием с той технологической скоростью, которая нужна. Ну и, соответственно, двигатель при этом тоже будет находиться в том режиме, при котором у него максимальная отдача. То есть вы хотите сказать, что можно поставить, например, рабочую скорость 0,5 км в час и крутить двигатель там 2000 оборотов в минуту? Да. Понятно. То есть, если, например, у других коробок, да, которые там PowerShift, синхронизированные, да, они все ступенчатые, у них в любом случае есть та скорость, которая нам вот чуть-чуть медленнее, чем нам хотелось бы, и та скорость, которая чуть-чуть быстрее, чем нам хотелось бы. И мы вот в эту серединку не можем попасть. То на таком тракторе мы можем попасть ровненько туда, куда нам нужно. Ну, то есть, например, оборудование, которое требует пониженную передачу и определенные обороты двигателя. Мы вот, в частности, продаем измельчители, да, они как раз им там рабочая скорость нужна 0,5 км в час, и там двигатель 1800-2000 оборотов в минуту. Да, то есть все верно. Ну, и там же как бы от почвы зависит, да, то есть где-то почва чуть плотнее, чуть... наоборот, более мягкая, соответственно, тоже он как бы там подстраивается под это, можно задавать. Так, по размерам и мощности он напоминает 35-25, да, трактор? Ну да, он получается 330 лошадиных сил, у него номинальная мощность двигателя, то есть он, в принципе, можно считать как одноклассник с тракторами. Вот тут. А мотор здесь какой стоит? Мотор стоит VHI, Stage 3 китайского производства. Трактор оборудован передним комом, передней навеской. Навеска второй категории, ВОМ на 1000 оборотов. Мостовики, соответственно, можно ставить. То есть, например, косилку-бабочку, да, широкозахватную, без проблем. Какая, зачастую спрашивают, мощность на переднем ВОМе, как правило, у этих тракторов? Ну, там по памяти что-то киловатт 115 это будет. Киловатт 115. Вообще, интересная еще информация, какая потеря идет от двигателя до ВОМа на заднем ВОМе. При мощности там мотора 330 сил, вы говорите, да, двигатель? Да. На ВОМе там потеря процентов 20-25 у МТЗ. Обычно на всех где-то так порядка 20% находится потеря. То есть, подбирая оборудование, стоит это учитывать, да? Естественно, как бы любой трактор вы когда берете, да, у него вот мощность, которая указывается, это либо написано что-то эксплуатационное или номинальное. Если не написано, то это в большинстве случаев это будет именно как бы максимальная мощность двигателя. Да, соответственно, уже то, что мы фактически имеем, это эксплуатационная мощность, она будет ниже, ну, обычно около 20%. Максимальная скорость 40 км в час, да? Ну, она ограничена электроникой. Может больше, но... Так, еще интересно производительность гидравлики, если ставить, например, какой-нибудь кран-гидроманипулятор. Насос 150 производительности до 150 литров. Так, давайте еще. Здесь у нас плуг, да, зацеплен? Представлен, да. Кому интересен в первую очередь трактор и с чем он конкурирует? С каким-то кировцем наверняка, да? Ну, это больше аналог вот именно джундиров, которые с аналогичной трансмиссией. Ну, понятно, которые ушли уже, да? По цене на российском рынке есть какая-то информация? Ну, пока для конечного покупателя? Ориентировочная цена 30 миллионов. Мы сейчас испытываем трактор, мы изучаем спрос на эту модель и, соответственно, будем определять, на какую программу выпуска нам действительно готов к производству. По задней навеске что-то расскажем. Так, оптика здесь светодиодная стоит уже, да? Светодиодная, да, вот эти вот очень хорошие фары, там освещают великолепно. Кто уже с такими поработал. Ну, я смотрю, у вас на всех тракторах она уже применена, да, на новых моделях? Так, здесь у нас есть управление, да? Да, это управление подъемом и опусканием как бы задней навески. Навеска задняя 4 категории, шары переходные под 3-ю. Ну, соответственно, там центральную тягу тоже можно поставить, чтобы совместить. Это решение, оно как бы уже было ранее на тракторах, ничего особо тут не менялось, да? У нас на 35-й там категория 3-я, но она получается чуть-чуть там пневматика, скажем так, менее мощная. Здесь уже вот эти растяжки мощные, потому что там были вопросы, мы уже вот это учли, да, там телескопические тяги. То есть
Навеска с учетом всех пожеланий потребителя, которые мы собрали по тракторам 3022, 3020. Угу. Здесь дублируется просто, да, управление? Да, слева-справа двигателя. Здесь тоже все на светодиодах уже собрано. Да, так, по колесной базе, по размерности шин, это тоже та же 3522? 3522, да, одинаковые шины. Колесная база у него приблизительно. Да, друзья, поднимаемся в кабину нового трактора. Давайте расскажем немножко про управление. Так, что тут у нас по управлению есть? Вот эта история абсолютно новая вся или нет? Или она была? Это новая. На этом тракторе применена у нас впервые. Вот это как бы многофункциональный подлокотник. Вот этим, собственно, мы управляем ходом, да, то есть как бы вот так вот мы стоим, вперед начинаем ехать. Чем больше вперед, тем больше едем. Да, с обратной стороны есть кнопки, которыми можно выставить пределы, выставить более точную регулировку скорости, да, соответственно, ехать вперед, ехать назад, вон передний и задний, сзади черепаха, для разворота навеска передняя, задняя, секции распределителя, то есть вот так вот мы 4 секции у нас есть, мы вот так вот управляем, соответственно, здесь у нас вот. Ну, то есть вот эта система, она вообще нигде ранее не применялась, ни на какой серии Беларусь, в принципе? Да, не было у нас еще. Абсолютно новая история. На мониторе какую информацию мы можем увидеть? Информация у нас по работе трактора, то есть здесь как бы, там по трансмиссии какие-то скорости, движения, там, температуры, давление. Так, что у нас тут? У нас кондиционер в базе идет. Да, у нас обязательно, кондиционер, регулировка зеркал, магнитола. Так, магнитола. Подогрев, регулировка зеркал, подогрев зеркал. Ну, а здесь как бы стандартные там фонари, автопоезд и так далее. Приборные панели вы перешли полностью сейчас на электронную тему, да? Приборная панель здесь еще стоит у нас такой промежуточный вариант. Это не самый последний, у нас есть уже здесь щиток целиком. Вот, ну, там, в принципе, он испытывается отдельно. На этом тракторе присутствует педаль по имитации ручной дисциплины. Это для безопасности, для привычки тракториста. Возможности там регулироваться. Там, Ох ты, нифига себе, нормально. Так, здесь у нас что, по седухе на самом тракторе? Ну, сиденье здесь Граммер стоит. Граммер-то мы вот последнюю технику, которую получали, 82.3 в комплектации 007, где Граммер должен был стоять. Их уже нету? Ну, там могут быть пилоты, может быть, у нас сейчас вот на этом тракторе представлено, там белорусское сиденье появилось обновленное. На 82.3, да? 825. Так, ну в целом, да, понятно, новая машина. В продаже ее пока нету, да? То есть идет определение стоимости, изучение рынка, кому она будет интересна, испытания. Вот, и, наверное, в этом году уже ничего не будет, это следующий год, скорее всего, да? Да, нам еще нужно ресурсные испытания провести, чтобы убедиться, что все. Испытываются машины, как правило, на территории России или на Беларуси? На территории Беларуси, там есть хозяйство, с нами сотрудничают. ВКонтакте, да? Техника. Ну, то есть это на сегодняшний день будет самая дорогая машина в линейке завода, да? Пока что, да. Как с выходом этой машины будут продолжаться выпускаться модели, там, те же 35-25? Скорее всего, будут, потому что тракторы немножко разные. То есть это как бы бесступенчатый, он нужен тем, кто хочет. Под определенные задачи, да? За комфорт, да, как бы можно что-то. Плюс, опять же, вот эта история со всеми управлениями, с мониторами недешевая, да? Вообще осуществляется в текущем моменте, ощущается, я имею в виду, увеличение продаж, как ушли какие-то вот европейские бренды? Есть какая-то активность на МТЗ? Сейчас вот у нас спрос начинает вот на большую мощность. 250 плюс, да? Имеется в виду? Было как-то там конкуренции больше, сейчас вот на эти Ну и как. Но китайцев тоже не так много, которые в классе 300 плюс сейчас присутствуют. Это меньше. Ну, у нас кто там из бренда? Flowol, Йота, наверное, Изумлеон, да? 3 марки такие лидирующие, которые на слуху и более-менее по качеству. Там у них вообще есть машина 300 плюс в классе. Ну, то есть здесь, наверное, все равно как бы Кировец еще присутствует, да, в такой мощности? Россельмаш сейчас начали. Ну, вы в нее вторгаетесь, да? Не, ну мы не вторгаемся, то есть у них тракторы, думаю, кировцы, шарнирное сочленение работает. Совершенно другая конструкция, да. То есть каждый тракторы по конструкции там своими значениями. У нас трактор классический компромат. Понятно.
Спасибо огромное за консультацию такую подробную. Покупайте технику Пелорос.